Всем привет! У нас сегодня в программе две арены. Футбольный стадион, на котором Верона будет сражаться с Наполи, а потом арена Ди Верона, амфитеатр, которым 2000 лет, и там сегодня будет опера Аида. Припарковал машину в центре и помчусь на стадион на самокате. Взял пакет, две поездки до 30 минут каждая, 4 евро. Я уже в районе стадиона, и посмотрите, это просто чей-то частный дом. Верона — старый город с красивой архитектурой. Но так как это не самый центр, вот это обычный дом в Вероне. Тоже красиво. Типичная итальянская парковка возле стадиона, особенно в небольших городах. Они обожают ездить на мопедах и всяких мотоциклах, поэтому все заставлено. Стадион Вероны построен в 1963 году и вмещает около 40 тысяч человек. Ну, правда, он редко бывает полным. Это очередь на вход на фанатскую курву. Правда, я думаю, что большинство фанатов Вероны уже внутри, конечно же. На одном из входов, где я должен заходить, огромная очередь, но я на этом стадионе уже 15 раз на опыте, так что я знаю, где заходить без очереди. Мой билет на сегодняшний матч стоил 52 евро. Тут разделение, вот это нижние трибуны, они подороже, но в принципе сюда не проверяют билет. Можно было пойти на места пониже, но я люблю места повыше. И вот отправляюсь по вот этим спиральным штукам на свою верхнюю трибуну. Билеты на Верону взять обычно не проблема. Вот на Наполи я взял прямо сегодня, и куча свободных мест. И в принципе практически на всех топов, по-моему, тоже есть билеты, вплоть до дня матча. Ну, может, чуть-чуть заранее надо, если это супер топ. А так никогда не было проблем с билетами на Верону. Вот тут по 6 евро можно взять хот-доги и пиетины перед матчем. И я захожу на свою трибуну. Это трибуна фанатов Вероны. И гостевая трибуна Наполи. Фанаты Вероны подготовились. В 1985 году, кстати, Верона была чемпионом Италии. Сегодня в старте Кличко Кварацхелия, один из лучших грузинских игроков, который блистал на этом Евро и в позапрошлом сезоне серии А, да и в прошлом. В прошлом сезоне у Вероны была одна основная группировка ультрас на той трибуне. В этом сезоне, я смотрю, выделилась еще одна группа, потому что, видимо, у них были какие-то разногласия, видимо, менее радикальные, более приличные, перебрались сюда, на центральную трибуну. Матч начался. 0-0 после первого тайма. Сильно ощущается отсутствие Виктора Осимена, лучшего нападающего Наполи, который хочет покинуть клуб. И, к сожалению, травмировали Кварацхелию. Надеюсь, у него все будет хорошо. Нравится, что на матчах Вероны можно подумать, что я на матче сборной Украины. Жовто-блакитный постоянно развивается. Великолепная контратака, и Верона забивает первое. Фанаты Наполи сегодня как-то не очень активные. Но хотя, честно говоря, это не самые яркие фанаты в Италии в целом. Верона забивает второе, сейчас становится 2-0. Фанаты Вероны прощаются с Наполи в этом матче. 3-0.
3-0 в пользу Вероны. Это сенсация. Видно вечернюю Верону, но нет времени смаковать победу вместе с фанатами Вероны. Надо мчаться на следующую арену для меня сегодня, но не футбольную. 3-0 в пользу Вероны. Это маленькая сенсация, но приятная для меня. Я обычно поддерживаю, чем севернее команды, тем приятнее мне ее победа. Снова помчусь на арену на самокате. Удобно. Верона – это классический итальянский красивый город с всеми соответствующими атрибутами. С крепостью, конечно же, большим количеством памятников, кафешек, пиццерий и старых красивых улиц. Быстрый перекус перед походом на эту прекрасную арену. Пункт программы номер 2 – это арена Ди Верона. Это как Колизей, только чуть-чуть старше. Ему около 2000 лет, и сейчас тут происходят всякие оперы, выставки, концерты. В общем, тоже очень магическое место. А как люди практически 2000 лет назад захожу на эту арену по старым проходам. Вид с арены тоже, конечно же, прекрасный. Текст оперы дублируется на экране на итальянском и английском. В постановке принимают участие сотни актеров, и у каждого из них свой костюм, который меняется от акта к акту. И у этих костюмов, посмотрите, какая прекрасная вообще детализация. Это все надо было придумать, сшить. В общем, эта постановка, это просто что-то грандиозное. Вместимость амфитеатра около 15 тысяч человек, и сегодня он практически полный. Сейчас просто антракт, люди повыходили, но мест практически нет. Если в классических театрах есть 3 звонка, то тут 3 гонга. Значит, спектакль сейчас начнется. Ну и между каждым актом происходит смена декораций. Декорации какие-то невероятные. То есть они каждый раз строят что-то новое. Оно впечатляет. Арена Ди Верона была построена в 30-м году нашей эры, то есть она на 40 лет старше, чем Колизей. Вы понимаете, сколько всего происходило тут за эти 2000 лет. Сегодня тут была опера «Аида» постановки 1913 года великого композитора Джузеппе Верди. Это считается просто пик итальянской оперной постановки. Эта арена вмещает 15 тысяч человек, и сегодня практически был sold-out. Ну вот считанные билеты были в продаже, и нам повезло на нее попасть. У нас были такие аутентичные места на вот этих мраморных ступеньках. Билет стоил порядка 45 евро. Были билеты и дешевле, но они с краю сцены. К примеру, билет в партер на сегодня стоил 270 евро. Ну, в первые ряды, можно вот сидеть сзади, там люди вообще нарядные, в вечерних костюмах. Ну, а вы понимаете, я с футбола только пришел, так что мне можно немного не соблюсти дресс-код. Для самых требовательных есть так называемая королевская ложа, но в нее, как я понимаю, билеты даже не продаются. Это VIP-места. Вы представляете, этим камням 2000 лет. Это что-то невообразимое. И вот, когда выходишь, видишь центральную площадь Вероны, зрители расходятся. Конечно, очень романтично. Вот люди приходят даже в таких нарядах. Ну, вы понимаете, с какой стороны эти люди.
хлеба и зрелищ. Этот принцип придумали именно в Римской империи, построили подобные амфитеатры, на них проводились гладиаторские бои, даже наполняли их водой и проводились морские баталии. В наше время функцию гладиаторов взяли на себя футболисты, потому что это более гуманно, но люди продолжают хотеть хлеба и зрелищ. Они ходят на футбол и ходят в эти амфитеатры. Но таких амфитеатров в Италии осталось всего 4. Футбольных стадионов в Италии, к счастью, много. Мне повезло, что сегодня я посетил как древнеримский амфитеатр, так и современный футбольный итальянский стадион. Ну, современный по меркам Италии, потому что этому 2000 лет, тому 50 лет. Ну, не очень современный, но актуальный. От амфитеатра начинаются старые красивые улочки Вероны, по которым невероятно интересно и приятно гулять. Но это уже как-нибудь на следующий раз. Верона — это, конечно, очень красиво. Это архитектура Вероны, площадь, эти часы. А какая луна сегодня прекрасная. Такой был день с посещением 2 арен. Теперь осталось доехать до Милана. Это 168 километров до дома, час 50 езды. Всем спасибо, что смотрели.